Спустя более чем 60 лет Министерство обороны Израиля опубликовало большинство стенограмм и документов, представленных в ходе судебного процесса над офицерами, ответственными за массовое убийство 50 палестинских граждан в деревне Кафр-Касем в 1956 году. Резня в Кафр-Касеме стоит в одном ряду со множеством подобных убийств беззащитных палестинцев израильскими силовиками, имевшими своей целью создание исключительно еврейского государства Израиль путем систематического изгнания палестинского народа, которое продолжается по сей день. 29 октября 1956 года в деревне Кафр-Касем ввели комендантский час. Израильским солдатам был отдан приказ убивать любого человека, замеченного вне дома после 17:00. Несмотря на предупреждение старейшины деревни о том, что 400 человек, занятых в сельском хозяйстве, могут не знать о новом комендантском часе, израильские войска открыли огонь по возвращающимся с работ жителям деревни, убив 50 рабочих, в том числе 6 женщин и 13 детей в возрасте до 15 лет. Приказ майору Шмуэлю Маленки, начальнику пограничной полиции, ответственному за Кафр-Касем, отдал полковник Иссахар Шедми. Маленки в суде утверждал, что Шедми сказал ему, что в комендантский час люди могут находиться в своих домах и делать все, что пожелают, но любой, кого увидит снаружи, кто нарушит комендантский час, будет застрелен. И лучше убить несколько человек, чтобы остальные получили хороший урок. На освещение этого преступления в прессе был наложен запрет. Даже после того, как он был снят 2 месяца спустя, журналистам не разрешили посетить деревню. Только после продолжительного общественного давления виновникам резни были предъявлены обвинения. Суд признал виновными 8 из 11 офицеров и солдат армии обороны Израиля, приговорив их к коротким срокам тюремного заключения. Впоследствии все приговоры были заменены на более легкие меры президентом и начальником штаба. Все осужденные были выпущены к 1960 году. Шедми, самый высокопоставленный офицер, привлеченный к ответственности, был оправдан по обвинению в убийстве и осужден по другому незначительному обвинению. Он получил смехотворный штраф в 10 прутот, меньше 1 цента, что символизирует цену жизни палестинцев. В 2007 году президент Шимон Перес принес формальные извинения за резню в Кафр-Касеме. В октябре прошлого года парламент Израиля отклонил законопроект об официальном признании факта этой резни. Хочешь больше путешествовать и халяльно зарабатывать из любой точки планеты? Курс Digital Brand Marketing – твое решение. С нуля до профи. Стань востребованным специалистом в сфере продвижения товаров и услуг. Диджитал-маркетолог – ключевая фигура в развитии компании. Научитесь развивать халяль-бренды с помощью проверенных инструментов. Пройдите курс и станьте свободным в своих доходах. Ты научишься профессионально масштабировать бизнес-проекты в цифровой среде. В процессе обучения ученики окупают свои вложения. Мы поможем трудоустройствам. Промокод ALIV-TV даст тебе 50% скидку на обучение на тарифе стандарт. Записывайся на курс. Ссылка в описании.